Здравствуйте, друзья! Решил сегодня снять такой вот топчик. У меня есть, как вы помните, видео про 50 самых часто используемых героев. Ну, а здесь именно топчик, вот прямо вот только чисто вот по героям порядка на данный момент. Будут еще природы и хаоса. Я отобрал вот 8 героев, они стоят в порядке, собственно говоря, ну, для меня как увеличение по полезности, в принципе. Ну и вскользь по остальных героев мы тоже буквально там на каждого по 5 секунд уделим. Мы пробежимся, почему именно эти герои. Ну, все это расскажу. А сейчас буквально минутка рекламы и вернемся. Здравствуйте, друзья! Лазая по просторам интернета, наткнулся я на ссылочку, она ведет на фестиваль стратегий и ролевых игр. Проходит он с 1 по 30 апреля, доступен он на всех устройствах на платформе Android. И что же мы тут можем делать? Во-первых, мы можем получить бесплатный купончик на 99 рублей. Во-вторых, мы можем вращать вот это вот колесико. Здесь 3 купончика и улыбающийся смайлик, за которым ничего не скрывается. Для того, чтобы вращать колесико, нам нужны звездочки. Как мы можем их получить? Каждый день заходим и нажимаем «Я здесь», за это нам дадут 1 звезду. Поделиться страницей с друзьями. Если ваши друзья перейдут, то мы получим еще 3 звездочки за каждого друга. Ну и можно скачать игру из списка, представленного ниже, и за это получить еще 2 звездочки за каждую скачанную игру. Их тут действительно очень много. Все ролевые игры и стратегии, много очень топовых. И, соответственно, все эти купончики, конечно же, будут работать в нашей любимой игре Mighty Party. Ну, а ссылочки я оставлю в закрепленном комментарии и в описании к этому видео. Желаю вам успехов в прокрутке колеса. Ну и на этом все. Возвращаемся к теме нашего ролика. Ну все, поехали. Итак, первым именно ближником я поставил все-таки Харона. Сейчас он на самом деле встречается не так часто, далеко не так часто, как встречался раньше, но это не меняет его универсальности, его гениальности. В общем, при атаках размещает руны доп. Атаки, в моем случае 3 штуки, в конце хода превращается в кинотаф, и при атаке союзника, включая себя, наносит урон случайному врагу хаоса. Отличный герой, особенно если выставлять его, в принципе, на старте. Под двойные руны у него, ну, практически любой герой заходит под двойные руны, и это вдвое больше пользы. То есть, ну, главное, чтобы вам дали его реализовать в полной мере. Плюс, пока он находится в кинотафе, то есть, он раздает еще и баблы. Ну, я 1 бой покажу вот с этой пачкой, и там все как раз увидим. Ну, может, 2 боя потребуется, посмотрим. Вот. Не знаю, интересно вам, не интересно. То есть, вот он у меня тут пробужден, получается, 6, 11, 16. Вот, на 21 я еще не будил его. Ну, вот у меня 2200 тут карточек лежит, как бы, и пусть лежат. То есть, с ним еще какая фишка, что при пробуждении у него всего лишь увеличивается вот этот урон, который он наносит. Ну, и понятно, что статы увеличиваются. Но, как вы помните, он уходит в кинотаф, и с кинотафа он возвращается уже гораздо более слабым. Ну, вы это тоже в бою увидите. Ну, духовные связи, я думаю, тут никому будут не нужны. Далее я поставил Линьшао. Ну, те, кто использует порядок, в принципе, ну, практически, я думаю, 90% берут Линьшао, потому что дать невосприимчивость к немоте, собственно говоря, на всех героев, мне кажется, это довольно важно. Учитывая, что немоту таскают многие, как точечную, так и там массовую и прочее. То есть дает союзникам порядка, включая себя, невосприимчивость к немоте, при атаке дает атаку союзникам, притом неважно, порядка или нет, поэтому он и в солянках отлично играет. Ну и при смерти наносит урон случайному врагу. В моем случае 90% это куст, либо бабл какой-нибудь. Как-то мне вот не особо прет, крайне редко прет. Также он у меня пробужден вот на 21 уровне, вот следующее 26 увеличится атака. Следующий я поставил Диану. Тоже, на самом деле, был не самый простой выбор, потому что, ну, довольно нередко сейчас встречается как Ал, принц Песков. Да, пожалуй. Ну, вот Ангелия еще, но ее тоже, опять же, сейчас как-то не часто берут. Ну, и там ультимативные пачки, где там все на атаку. Ярость, например, Великий Воин. В принципе, из так... Ближники все неплохие, но... не часто используемые вообще. Я, например, Диану чаще вижу, чем того же самого все-таки Алла.
Берут ее часто, особенно вот как раз либо с Хароном, либо с той же самой Дискордии ее берут. Ну, классно играет, ничего не могу сказать. По умениям, соответственно, получает здоровье за каждого врага, имеет контратаку и при атаке получает бонус атаки, равный своему здоровью. Ну, вы понимаете, конечно же, что та же самая Шаамуна отлично контрит Диану, там тот же самый любая заморозка и прочее. То есть контры достаточно, но это не отрицает того, что герой там на двойной атаке может просто размотать любого. Вот так вот. Ну и она у меня пробуждена на 16 уровне. На 21 еще не будил, вот пробудил и вернул на 16. Следующего я поставил Артура, тоже стал он нередко встречаться за счет того, что очень хорошо он, конечно, раздает здоровье всему столу. То есть перед атакой призывает Калатболк 0,270 в моем случае. Ну, посмотрим, там при атаке добавляет один заряд Калатболга и в конце хода дает плюс 108 союзникам, включая себя. Тоже он у меня на 21-м он уже пробужден. Вот, и вот на 26-м пробуждении, это тоже важно, тут здоровье у него нормально так прибавится на увеличение. Александрия. Переходим к стрелкам порядка. Александрия призывает малый дом жизни, ну, в моем случае 0,345 перед собой. В конце хода очищает союзников и при атаке накладывает немоту на атакованного врага. Отлично играется, очень хорошо ее очищение работает, но вот, например, если мы говорим о очищении там вот проклятий, те же самые кристаллы там и прочее, то она чистит всех, но не забывайте, себя она не чистит. То есть там, если вы нахватали проклятий, то первый же враг, который вас проатакует, Александрию сольет. Там, потому что очень много обычно не копится всего этого дерьма, она чистит других, но не себя. Вот. Ну и, соответственно, также готова она у меня на 21-м пробуждении, я ее не бужу, потому что дом жизни будет очень маленьким, и вернуть я ее пока не могу, обратно на 21-й не хватит карточек, вот, а дом у нее увеличится только на 26-м теперь. Вот такие вот пироги. Так, на второе место я поставил Арина. Часто, очень часто, практически 90, опять же, процентов марготов таскают с собой Арина. Либо Арина, либо Мину. Вот еще как вариант, то есть, сейчас мы ее найдем. Вот, либо Мину, у которой есть и уклонение, и плюс еще и точность, которую поставь напротив Арина, она мало того, что сама не получит от него урона, так еще и всадит самому Арину урон. Ну, а, соответственно, если вы на камнях стоите, то это будет очень сильно. Вот. Но Мину я включаю гораздо реже Арина. Гораздо реже Арина сейчас, гораздо реже Блэр и гораздо реже Афродиты. Вот как-то так складывается. Это вот у меня. Не знаю. Вот. А по поводу Арина перед атакой врага, ну, я думаю, все они знают, наносит фантомную атаку ей, в начале хода крадет атаку у раненых врагов и при смерти дает минус атаку всем врагам на один ход, что тоже очень даже неплохо. То есть пробужден он у меня на 21-м, ну, пока на 22-й загнал, дальше копим карточки. Так, по поводу Блэр. Блэр сейчас очень хорошо играет, она хорошо играет в том числе в связке с Аполлоном, это вообще божественно. Ну и сама по себе она может доставить неприятности, если ее сразу не сливать. То есть устанавливать здоровье, равное 5 врагам дальнего боя, а если вы под Дроганом играете, то частенько это бывает, что 5 здоровья и тут же слила. При появлении союзника дает щит судьбы союзникам в ряду, включая себя, и пропал щит судьбы союзника, наносит урон. Ну вот я продолжаю ее пока копить, она у меня на 21-м еще не пробуждена. Карточек хватает пробудить, но не хватит ее вернуть на 21-ю, поэтому пока ее просто не трогаю. Копится потихонечку и копится. Вот. Следующий у нас это Афродита. В конце хода наносит вражескому генералу урон, равный 100% здоровья случайного союзника в линии. То есть, опять же, если у меня стоит куст и стоит какой-нибудь герой на там 600-700 здоровья, в моем случае это чаще всего будет куст. В начале хода исцеляет на 160 союзников в линии, включая себя, и в конце хода призывает 2 пентаграммы плюс 120 на союзные клетки. Учитывайте, что это пентаграммы, и, соответственно, с Хароном это работает такое себе. То есть сначала желательно, конечно, Харона, потом Афродиту уже, чтобы какие-то руны у вас на столе стояли. Вот, это вот что касается той пачки, ну, грубо говоря, тут 4 ближника, 4 дальника, которую выбрал я. Теперь буквально бегом пробегаемся по оставшимся героям. Давайте сначала по ближникам. Я пока его не смог еще полностью раскрыть, потому что очень слабая прокачка. Но видел его в топ-пачках. Играется неплохо, но здоровье у него дохренища. Но не сказать, что прям там какой-то там мега-топ или что-то еще. Один раз он мне попался, Морген фон Штерн.
так, в принципе, не играет, только в специфических пачках на лечение, и очень сильно он был прокачан, поэтому меня вынесли. Аматерасу отличный герой, но, опять же, практически не вижу ее. Практически не вижу, хотя на двойных рунах она тоже, если внизу ее поставить, очень даже может неплохо выдать. Но у меня пока слабовато, 81 это просто ни о чем, нужно ее качать, и тогда можно использовать. Легион, ну, все-таки в основном это сейчас под Джимми, он очень хорошо играет, с остальными варлордами практически не встречал. Ал играет, пусть не так часто, как эти 4 героя, наверное, все-таки он пореже попадается, но периодически выскакивает там что-то типа там вот такого вот там или вот такого вот. Ну и как бы да, тоже могет, а с такой атакой на двойных рунах он тоже может творить чудеса. Грифиус, я его очень люблю, вы все знаете, но практически не играется, крайне редко встречается, в основном в пачках порядка. Джакси, громовой кулак, то же самое, вроде и умения неплохие, вроде и все, но попадается крайне редко. Одно время ее пытались активно как-то использовать против Аарина, и я тоже ее использовал, но пока у меня она слабая, соответственно, ничего ей не даю. Также надо на 21-м будить, гнать обратно и потом смотреть. Ангелия неплохо играет, но все-таки с Марготом ее как бы юзать, ну это извращение. При атаке наносит случайным героям, кроме порядка, то есть все-таки в основном это в пачках порядка идет. Крайне редко видел, чтобы вот так индивидуально. Ну, Жанна это моя отдельная любовь, тоже очень люблю этого героя, но пока, к сожалению, не юзаю, тоже слабовато. Шут, тоже его меняли, на самом деле довольно неплохой герой, попадался мне, опять же, по-моему, 1 или 2 раза всего, и тоже он был очень сильно там перекачан, примерно вот такой, и как бы да, с таким героем можно играть на том уровне, где я, он будет нормально разносить, так вот ни о чем. Главный механик Гир также пару раз, наверное, всего встречался за счет Теслы. Там потом ставят еще обычно основную Теслу, не мини-Теслу X, а Теслу X. И в 2 Теслы он там наваливает нормально, если прокачан хорошо. Там очень хорошо урон идет. Плюс у него здоровья тоже довольно достаточно. Плюс еще исцеление небольшое там по природе он лупит. Ну, такое себе. На ранних лигах я его против Флосса использовал, он хорошо работал. Супер Мэри. Тоже ее там изменяли, делали ей чуть побольше пробивания. Вообще не вижу ее в лиге. Попадалась, извините, по-моему, 1 раз всего. Айсберга вообще не вижу в лиге. Абсолютно 0 полный. Нету этого героя, просто не играет. Ну и умение, честно говоря, все-таки такое себе. Этого вижу, я говорил уже, то есть в таких вот атакующих пачках он отлично играет вообще, плюс я его еще использую в золотой шахте. На первый ход, если он вышел, то 4 статуи лишние поставить, это здорово. Вот, а так, да, в основном перекач, и в основном он сейчас играет как раз в пачках в паре с, как ее зовут, болельщица, по-моему. Да, с черлидершей он играет в паре, Трикси болельщица. Вот, там обычно у компьютера все идеально же происходит, поэтому он выставляет 4 ведьмы, после этого ставит свою Бастет. Бастет, вот последний, кстати, бой в потасовке я играл, вышла Бастет на 1400, мне всекла, и после этого как раз... Так. Кого я там брал-то? Вот. И после этого как раз... Вышел Ярость, у него там под 160 атаки что-то было, и он за 4 хода как раз добил меня, ну, за свои 4 атаки. То есть вот так вот можно юзать, так практически его не вижу, редко крайне. Титания тоже пару-тройку раз попадалась, после того, как ее там немножечко подизменили. Вот, опять же, это был, конечно же, где-то вот такой примерно уровень. Да, она там здоровье раскидывала, но ничего такого фантастического я не увидел. Она мне вышла уже там почти под камни, и я довольно быстро ее снес вместе со всем, что она набафала там. То же самое с Ханзо. Вроде умения неплохие, вроде, опять же, щиты. Вроде как можно использовать той же самый Блэр. Но нет, не работает пока что. Как-то он вообще не вижу его и не играется он. Ну, Ланселот, опять же, не видно и не слышно практически. Ну и принц тем паче. Крайне редко он играет. В основном это тоже в пачках там порядка. Либо его также, вот, кстати, попадалось мне с Бастет, его использовали. Там его лучницы, еще он вызывал. Бастет все это слила. И тоже мне там что-то 1500, наверное, всекла. Бывало такое. Вот, собственно говоря, по ближникам порядка. И теперь бегом по дальникам. Ну, эта негодяйка попадается. И притом попадается довольно часто. Но у меня к ней какое-то все равно предвзятое отношение. Слишком
как-то все это в моих случаях происходит рандомно, даже вроде ставишь на 100% пин, все равно получается, что проигрываю. Ну, наверное, просто я не умею ей играть. Это не еда плохая, это вы не умеете ее готовить. А так, отличный герой вообще. Можно смело его ставить в пачку, если он у вас нормально прокачан. А все-таки атаку ей желательно, конечно, чтобы она вашей лиге соответствовала. То есть тогда будет здорово. Ну, по поводу Грейс, она у меня абсолютно не прокачана. Так бы, скорее всего, ну нет, тоже не так часто я вижу Грейс, и я, даже если она будет соответствовать там, ну, пускай даже прокачке Арина, вряд ли я ее буду использовать. Потому что, ну, шахта, пускай вот в шахте играет, а как-то вот в лиге я ее и вижу крайне редко, и сам я ее использовал крайне редко, даже там, где она, в принципе, могла бы что-то делать. Нет. Но она в приключениях еще во многих хорошо играет. То есть герой отличный, просто я его, наверное, как-то не использую. И Остру я играю. Она у меня есть в основной пачке. Вот, все говорят там, ну, не все, конечно, многие говорят, что и Остра умерла, и Остру убили после этого нерв. Я абсолютно с этим не согласен. И Остра как играла, так и играет. У меня лично здесь она только для того, чтобы наносить урон и потом кинуть немоту. Если, допустим, ставишь ее под камни, когда Маргот будет выставлять камни, он там частенько это делает, после камней выпускает Аарина, убивает и Остру, получает немоту, ты ставишь свои камни, выпускаешь Аарина и грохаешь его к чертовой матери. Вот. Так, и второе умение у нее абсолютно неплохое, если вы делаете сборку там с той же самой Фрост, Александрии, то есть Дианы, там где девчонки есть, она раздает здоровье отлично, плюс урон она наносит отменный, поэтому как бы не знаю, там, что говорят все, что там и Остра умерла, ни черта она не умерла, как играла, так и играет. Юстию встречаю редко. Раньше она давала промах даже тому, кто первый выходил. Прям вот стол пустой, вы поставили Юстию, у противника стол пустой, он поставил своего героя и получал промах. Сейчас такого нет. И, соответственно, играется она очень редко, попадается очень редко. Юрий играется часто, герой хороший. Ее тоже немножко изменили, но и встречается она гораздо реже, чем вот эти вот 4 стрелка, которых выбрал я. Гораздо реже. Но при этом герой отличный. То есть там слить дальничков парочку, там накидать еще и рунок своих гаденьких. То есть прекрасно вообще. Мина, вот я говорю, она тоже встречается. Кстати, в последнее время реже стала, опять же, гораздо встречаться. Но при этом герой отличный. Особенно, наверное, кто играет на Марготе, вообще отлично зайдет. Потому что, опять же, контрита Арина. Как бы то ни было, марготовцы все почти таскают Аарина. Ну, единичную цель на столе вот отлично Фрост справляется, чтобы занимать, ну, грубо говоря, там заморозить и убить, или не убить, но потом он там единичку получит, и будет проще гораздо разбираться с противником. То есть, если у вас особенно еще и пак порядка, то все ваши выходящие герои будут всех морозить там, и прекрасно вообще будет работать. Вот, я долго думал все-таки, кого брать именно либо Аполлона, либо Блэр. Я выбрал Блэр все-таки, потому что она чаще играет. Гораздо все-таки чаще она встречается, чем Аполлон. Хотя Аполлон в нынешнем его виде очень неплох, очень неплох. Он отлично раздает атаку, он защитный герой, раздает баблы, в том числе и себе прекрасно, и при смерти еще и тоже снижает атаку. То есть можно в пачках его на снижение атаки с тем же самым Алом, с тем же самым Алином играть. То есть вариантов море. Вот, Мьёльнир. В лиге вообще не встречаю Мьёльнира, не попадается. Мне тоже довольно симпатичен этот герой, но пока что слаб он у меня откровенно. То есть на 21-м еще даже не пробужден. Вот, поэтому я его не заигрываю, да и в лиге я его опять же не вижу. Стрика стало гораздо меньше, но под Хороном я его использовал даже вот в том виде, в котором он у меня есть. То есть еще даже 21-го пробуждения нету. И он все равно сносил весь стол. То есть герой отличный, герой великолепный, но он сейчас вообще не играется. То есть там его встретишь один раз там из игр 50-60, наверное, в моем случае. Я говорю лично за себя, за свои игры. А играю я сейчас действительно много. Вот. Атакован союзный, это ГОСТа у нас. ГОСТа встречается. Пусть, опять же, и гораздо реже, чем эти 4 героя, но она попадается, и она может действительно доставить проблем, если ее там, ну, либо не заниматить, либо там тем же самым Йориком не снести. Я вот Йорика, в принципе, частенько и таскаю, чтобы за препятствиями кого-то сливать. Вот, то есть варианты есть. Но если она у вас нормально вкачана,
то, соответственно, будет стоять и будет вам очень много проблем доставлять, если вы ее сразу от нее не избавитесь. Санту вообще не вижу, хотя точечный такой ремувал, ну, не играется. Мисс Лапен, по-моему, один раз всего встречал, игр за 100, наверное, последних. Тоже не играется, хотя тоже очень сильный дамагер. У нее неплохо так атака прокачана, здоровье поменьше, а вот атаки у нее приятно. Вот. Ну и Афина тоже практически не играется. Так, это все, что касается героев порядка. Ну, теперь пойдемте буквально там быстренько сыграем игру. Покажу в действии всех героев, расскажу о том, что там у них может выпасть. Вот в том числе вот сейчас Дом жизни посмотрим. Вот он вот так вот начинает. Прекрасно вообще. Прекрасно. Ну вот рунами как раз мы сейчас немножко закроемся. Вот. Мина. Я, кстати, эти не кинул, да? Так. Это сделано вот чисто для того, чтобы вот дом исцеляет вашего генерала. В начале хода исцеляет союзников, в начале хода исцеляет союзного генерала. Так, все он нам тут рунами заспавнил. Так, давайте вот так вот сделаем. От этого мы избавились. Ну, сейчас мы урона, да, там наполучаем. Скорее всего, мы сейчас проиграем. Вот по поводу Блэр. Не дает показать, но слишком быстро нас вынесли. Сейчас следующую игру сыграем. Сколько надо, короче, столько и отыграем, чтобы показать вам всех героев, чего они делают. Так, вот. Сейчас вот, кстати, неплохой вариант. Мы это здание снесем. Ну вот, он поставил на двойные руны. Вот мы сейчас выпустим Диану, просто показать вам. Так, вот мы выпускаем Диану. Получает атаку за каждого врага. При атаке получает бонус атаки, равный своему здоровью. Хоп, хоп. На 500 садили. И уже у нас 914. Ну, понятно, что мы сдохли. Так. Эти я опять не выпустил. Третий ход, да? Ну, давайте Артура тогда поставим. Вот Артур, вот его колотболга. В начале хода дает атаку союзникам за каждый заряд. При атаке Артур ледяной клинок замораживает случайного врага, сработает каждый заряд. Зарядов 0. Ну вот сейчас у нас уже зарядов 1. Сейчас мы проатакуем, у нас будет зарядов 2. Так, немоту он кинул. Отлично. Мы можем это делать. Оп. Все. Этого заморозили. Артур у нас в немоте, соответственно, ничего мы не дадим. Так. Я не знаю, сейчас стоит хиляться, не стоит. Вот у нас есть Артур, есть 480, есть 394. Можно сейчас, в принципе, выпустить Афродиту. Вот доставили ему 29. Угу. Он на девочках играет, сейчас у него тут здоровья много будет, соответственно. Так, а что мы тут можем? Мы можем, в принципе, сыграть вот так вот. Ой, чую, он сейчас нас тоже всех посливает, конечно. Да, по 175. Так, смотрите. У нас сейчас есть 221 тут, да? 229. Этого мало. У нас есть 503. То есть, блин, ну опять же, вот не убиваем его. И на 200 он нанес, да. Тоже проиграем. Давай уже, убивай. Не дает нам раскрыть свой потенциал. Так, колотболгу я показал. Сейчас еще раз как раз. Вот, нормально. Блин, он же сейчас это кинет. Ладно. Вышли, заморозили. Да елки-палки, ну ты прикалываешься, что ли? Ну дай ты отыграться. Спокойно, блин, показать. Ёж-моёж. Вот хреново, что немоту, конечно, не брал. Вот это хреново. Ну, атаку вот, кстати, как раз. Хоп. Александрия всех почистила и вернула нам атаку обратно.
Кстати, можно сделать вот так вот. Ну, он нас тут убьет. Хорошо бы он, конечно, вот по ней бы попал. Да, попал по Иостре. Не самый, на самом деле, лучший вариант, конечно. Так, сейчас тогда поставим двойные руны. Нечем мне здесь, получается, справляться-то. Нечем справляться. Так. Ну, давайте уже, наконец, избавимся, чтобы у нас эти нормально стояли. О, ставишь одну, выставляет тут же другую. Ну, нормально. Это нормально. Так, ну, умерла. Блин, опять по ней не попал. Ну, вы посмотрите, что творится вообще. А? Вообще не дает разыграться. Ой. Так. Вот его кинотаф. В начале хода превращается в Харона 94-44, блок 40, и перед атакой врага дает щит судьбы случайному союзнику. Давайте вот так вот сыграем проще. Сделаем раз, сделаем два. Вот он 2 раза проатаковал. Заряда 2. Заряда 2. Здесь мы можем, в принципе, использовать немоту. Оп, он дал свои 108 здоровья. Угу. Блин, мне сейчас ее использовать-то не резон вообще. Вот так вот можно попытаться сделать. Уже камни пошли. Ну, кто бы сомневался, что ему стрелки придут и прочее. Кто бы сомневался. Давайте попробуем еще, конечно, здесь что-нибудь сделать. Но это очень сомнительно. Угу. А мы еще живы, да? А мы еще живы. Ну, тогда, в принципе, можно вот так вот попробовать, конечно, сделать. Почти убил. И здесь справились. Здесь справились. С камнями справились. Угу, хорошо. Здесь разобрались. Так, ну и в принципе, сейчас можно поставить Харона, наверное, даже. Харона поставим мы во второй ряд, чтобы он свои руны дал. Желательно, да, вот сюда. И сейчас Дианкой проатакуем его. Дианой же, да? Дианой. Все. Диана свою черную работу сделала. Сейчас бы еще контратаку бы ее посмотреть. Не получится. Ну и, в принципе, вот Диана побеждает тут у нас. То есть вот что может Диана за 2 хода, грубо говоря, сделать. И это она еще такая, средней прокачки. Вот. В принципе, кого мы еще не посмотрели. Сейчас быстренько тогда давайте. Кого мы здесь еще? Ну, давайте с Артура опять же начнем. Блин, я опять свои руны не раскидал. Играю на пирате, вечно про эти руны забываю. Это нормально. Ну, тут же Грут выходит, понятно. Тут же выходит Грут. Ну, давайте попробуем атаки немножечко дать.
Так, ну мы только сюда можем, в принципе, поставить. Ну, елки-палки, ну что ж ты делаешь-то? Ну вот почему именно так-то? Ну некрасиво, вот реально некрасиво. Реально некрасиво. Я даже не знаю, да не стоит, наверное, сейчас выпускать. Ну, еще и кристалл. Ну, твою же дивизию. Ну, кстати, хотя бы так. Хотя бы так тоже неплохо. Ну, отлично. Ну, вот на 439 мы ему всекли за счет Афродиты. Но дальше нам делать нечего, ибо немоты-то у нас как раз и нету. Так что здесь мы, скорее всего, проиграем. Ну, не стал я уже тут разбавлять пачки немотой и прочим, ибо смысла никакого не видел. Вот он как раз, кстати, выпустил Аполлона. Я выпустил героя, он получил 2 бабла. То есть вот в таком все ключе. Ребят, не смотрите, что я играю. Я играю на пирате, во-первых. И это абсолютно не актуально здесь. И пачка, конечно же, не обязательно должна быть вот такой. Так, вот сейчас, кстати, чуть не забыл опять. Блин. Да что ж вот... Как так сделано-то, блин? Ну, почему? Вот так я даже поставлю. Чтобы ему меньше рун досталось. Вот такой вот я жадный. Вот такой вот я жадный. Угу. Ай, ну, конечно, не мог ты убить, да? Но, блин, сейчас еще и атаку будет воровать. Ну, кошмар вообще. Второго поставил. Ну, вообще трешак. Блин, даже не знаю, что тут делать-то. Если бы Дроган был. Если бы был Дроган, но Дрогана нету. И мне, соответственно, просто нечем его даже убивать-то. Ну, вот так вот можно, в принципе, попытаться. Кстати, неплохо. От этого мы избавились. Ну, короче, выиграли. Стал быть. Нет, не выиграли. Потому что сейчас эта дрянь тут будет стоять. А, ну, сейчас выиграем.
без разницы. Все по-честному. Вот на этой мажорной ноте, в принципе. Ну, конечно, в пачку сейчас нужно тут немоту брать хотя бы одну какую-нибудь. И это не только Александрия, скажем так, должна быть. Все-таки сейчас в эпоху аринов я таскаю с собой Грута. Как бы не было печально, он занимает целый слот. Можно было бы другого интересного героя поставить, ну ладно. Вот. Ну, конечно, можно Дрогана сюда было добавить, да, и он бы вот после того, как Блэр выходила бы, там на 5 снизил, он вполне там шансы были, чтобы он убил. Это частенько такое бывает. Вот. Ну, не знаю, вроде обо всех героях порядка вскользь рассказал. Вот этих я действительно сейчас считаю героев, которые играют. Действительно играют, часто встречаются и действительно классные герои. То есть на все времена, пока какие-то новые нерфы не пришли. Ну что ж, на этом будем заканчивать. Увидимся в следующем ролике. Там будет уже пора природу. Вот. В принципе, все. Всем спасибо за просмотр, ребят. Ну и отличного вам настроения. Скорее бы выходные. Пока-пока, друзья. Пока.